Всем привет! Меня зовут Ева Хардем, и я рада приветствовать вас в своем новом видео. Приветствую я вас сегодня без собственного присутствия, потому что я забыла записать эту часть. А с момента съемки прошло чуть больше 2 месяцев, из-за чего было бы странно записывать кусочек с другим цветом волос, как я обычно это делаю. Так вот, у нас с вами влог из путешествия, и по названию видео вы могли уже догадаться, что наша поездка была, барабанная дробь, в Дагестан. Мой закадровый голос будет сопровождать вас все видео, потому что я совершенно забывала снимать хоть какие-то разговорные кусочки. Поэтому я, ваш сегодняшний экскурсовод, предлагаю начать прямо сейчас. Поездка началась еще 17 августа, за день перед полетом. Назовем это нулевым днем, когда я собирала вещи и покрасила волосы. Вы уже можете видеть получившийся у меня тогда цвет, поэтому обязательно напишите в комментариях, как вам этот цвет, который получился несколько неожиданным. Ведь красила я в рыжий, а получился больше в красный. После чудесного обновления волос этим вечером я успела также отснять обложку для нового видео, которое я монтировала всю поездку, и которое уже давно вышло на канале. Поэтому, если вы его еще не видели, бегите смотреть сразу после этого. Утро первого дня путешествия, 18 августа, началось с моих жалоб. Я честно собираю вещи, подготавливаю их все, чтобы потом сложить в портфель. Но я не понимаю, как я все это умещу. Мне нужно взять шнур для телефона, шнур для часов, шнур для пауэрбанка, телефон, часы, 2 пауэрбанка, камера 1, камера 2, зарядка для камеры 1, монопод, на котором я сейчас снимаю, микрофон, переходник для микрофона. Что-то еще. Например, вентилятор. Зарядка для вентилятора. Но зарядка для вентилятора можно и от пауэрбанка использовать. Наушники. Хорошо. Это я только всякие гаджеты назвала. Как мне все это в сумку уместить? Я понятия не имею. Помогите мне. Самая веселая часть этого дня – поездка в аэропорт. Потому что выехали мы позднее, чем планировали, так еще и встряли в пробку. Поэтому наш таксист гнал так, будто на кону стояла его жизнь. Мы приехали буквально за 10 минут до окончания регистрации на рейс. Главное, что мы успели. Именно так. Угу. Летели мы около 2,5 часов. И большую часть этого времени я сидела и монтировала видео после, которое я уже упоминала сегодня. После этого на такси мы отправились до нашей съемной квартиры. А рум-тура не будет. Тогда мы были все слишком уставшие для чего-либо. А потом я уже не сняла его, потому что везде валялись наши вещи, ведь в этой квартире не было шкафов. Зато был телевизор полностью на китайском языке. Как я уже и сказала, мы были очень уставшие, так еще и было поздно, поэтому нас хватило только на небольшую вечернюю прогулку, ужин и поход в продуктовый. На второй день мы решили не бронировать никаких экскурсий и просто отправиться в пешую прогулку по Махачкале.
Ведь было бы странно приехать в Дагестан и не пройтись по столице, а поехать сразу скакать по горам. Второй день нашего путешествия – прогулка по Махачкале. Пожелайте нам удачи. Не умереть от жары. Я лично с вентилятором хожу. Мы дошли до городского пляжа, где прогулялись по набережной, потом забрели в какой-то парк и просто гуляли по улочкам. Также мы набрели на главный рынок, где купили фрукты. И, конечно же, сладости. Одной из главных целей этого дня была центральная джума-мечеть, внутри которой я не снимала. Хотя мне и предлагали обсудить это с администрацией мечети, спрашивая, блогер ли я. Возможно, мне стоило воспользоваться этой странной блогерской привилегией, но я запаниковала и отказалась. Недалеко от мечети мы попили чай в кафе, а потом отправились домой, где отдыхали, дожидаясь времени, на которое мы заказали столик для ужина. Нет, что ты, они совсем не такие. Да? Пока у меня есть небольшой отрезочек времени, я хочу рассказать об одном наблюдении, которое я сделала в этот день. Множество покрытых девушек и женщин. У большинства просто хиджаб с закрытыми волосами, но было и немало тех, у кого одни только глаза видны. Меня это в действительности сильно поразило. Я ничего не имею против этого, религии в целом, но есть нюанс. Действительно ли они покрылись сами по своему желанию? Или же за них это решила их семья, окружение или другие факторы? А вот 20 августа, на третий день нашего пребывания в Дагестане, мы отправились на нашу первую экскурсию в село Кубачи. Оно находится в 170 километрах к югу от Махачкалы на высоте около 1700 метров. Дорога нам предстояла очень долгая, сначала несколько часов просто ехали, успели отсидеть попу, а потом 17 километров по камням на самый верх. На машине, но по камням. Это было достаточно тяжело, скажем так. Мама даже укачала. Угу. Село это известно своими мастерами, занимающимися художественной обработкой серебра. Например, оружие, кольчуг или всеми нами любимых серебряных украшений. Ну, по крайней мере, я очень люблю серебро. Перед тем, как отправиться за причиной нашей поездки, покупкой серебра, мы отправились на небольшую экскурсию по селу, где нам показывали дома местных жителей и красивые виды с чужих балконов. Также нас отвели в Кубачинскую башню, где показали разные изделия кубачинцев из прошлого и другие экспонаты быта и творчества жителей села, которые я, конечно же, забыла снять. Зато я сняла вид с этой башни, и вы определенно должны это увидеть. А после этого мы наконец отправились смотреть на мастер-класс от одного из мастеров,
после которого у нас была возможность купить понравившееся нам изделие. От этого мастера, соответственно. Лично я взяла себе 2 колечка, ведь мне 5 на руках не хватало. Что ж, теперь я хожу с 7 кольцами, да. Также мы были на Кубачинском художественном комбинате, точнее в музее этого комбината, который я побоялась снимать, потому что экскурсовод был немного странноватым, нервным. Вечером, когда мы, уставшие и без сил, уже приехали домой, я обнаружила чудесный сюрприз на своих руках. Небольшой спойлер, но сыпь прошла только спустя неделю после возвращения из Дагестана. Я до сих пор не знаю, что это было. На следующий день нас ждала насыщенная на разнообразные красоты и достопримечательности экскурсия, которая начиналась в 7 утра. На этом моменте можно закончить. Для меня проснуться так рано уже подвиг. Не то, что ехать куда-то. Но первой остановкой нашей был Бархан Сарыкум. С самого утра бодрячком подниматься на Бархан – самое то. Но для начала небольшая информационная сводка. В 18 километрах от Махачкалы, в предгорье хребта Нарат-Тюбе, расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный Бархан Сарыкум. Бархан Сарыкум – уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь Большой Эрг, находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов нет вовсе. Протяженность Сарыкума – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота – впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует Бархан, точно неизвестно. Однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет. Но сначала, боюсь, мои эмоции от такого красивого места были не особо положительными, скажем так. Не спрашивайте, какой день нашего путешествия. Мы на каком-то бархане, название которого я не помню. И я сейчас сдохну, потому что мы прошли по огромной лестнице, и еще тут жара. Вот столько нам осталось пройти. Вот столько. Вот там мы были. Вот это мы прошли. Спасите. Мы останавливались во многих красивых местах, но следующей основательной остановкой был Сулакский каньон. Сулакский каньон в Дагестане – один из глубочайших в мире и самый крупный в Европе. Его протяженность составляет 53 километра, ширина достигает 3,5 километров, а самая нижняя точка находится на уровне 1920 метров. Выполнив несложные математические подсчеты, становится ясно, что это больше, чем у Большого каньона на плато в Колорадо, на целых 320 метров. Так вот, там находится смотровая площадка, мост, по которому можно пройти, банджи-джампинг, на котором мне не разрешила пойти мама, ведь ей было слишком страшно за меня. И даже кафе, в котором мы успели ухватить десертики. Потом мы поехали на форелевое хозяйство. Но на рыбок мы так и не посмотрели, потому что чувак, который должен был разрешить спуститься к ним, куда-то ушел на обед. Зато я сняла птичек.
Чувствую себя как настоящий travel-блогер. Я этот кусочек несколько раз записываю, я не буду его перезаписывать. Посмотрите на красоту. А после этих горных видов мы отправились кататься на катере. Не говори мне на горький вкус твоей любви меня убила, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что все прошло, а может быть и не было, и ничего. Прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. Назад не смотри, только прямо иди. Чувствами таяли снега, те, кто на земле верно сбегут, любим мы, любя, Боже наживут. Это были спокойные кадры, но сейчас будет то, что я очень боялась снимать, ведь телефон мог спокойно улететь. Но это того стоило. Нет тебя. Я не знаю, хотите ли вы знать настолько подробностей, но у меня мокрая даже. На обратном пути мы остановились на площадке, откуда открывался вид на ночную Махачкалу. Ну, точнее, вечернюю. Просто у них рано темнеет, поэтому было ощущение, что уже наступила ночь. Поужинать мы решили отправиться чуть ли не в самый известный ресторан Махачкалы «Папаха». Ну и я думаю, он действительно заслуживает похвалы, ведь нам даже устроили шоу. После нашей вчерашней энергозатратной поездки и перед завтрашней мы решили потратить день на отлеживание на пляже и восстановление сил. Правда, искупаться я не смогла, потому что благополучно забыла положить новый, специально для этой поездки купленный купальник в чемодан. Но хотя бы зашла в воду ножки помочить. А так я просто лежала и пыталась дочитать «Грозовой перевал» и домонтировать видео. Кстати, о «Грозовом перевале». Я его уже достаточно давно дочитала и выложила свою классическую статью-рецензию, реакцию на книгу, которую вы можете найти, как и другие мои книжные статьи, в моем телеграм-канале, ссылочка на который находится в описании под видео. На ужин я решила побаловать себя своей любимой пастой карбонарой. На этом все. 23 августа. День, когда моя жизнь разделилась на до и после. После этой поездки
я уже не была тем же человеком. Перед самим селом мы заехали в Гемеринскую башню, про которую я ничего не помню, ибо было настолько рано, что мой мозг просто не успел включиться. Мы останавливались в разных красивых местах, смотрели на водохранилища, которых на самом деле огромное количество в Дагестане. А после этого начался наш адский подъем. Я не хочу врать, я не вспомню, сколько по времени мы поднимались, но это были адские несколько часов. Честное слово, я не думала, что дойду. Мне казалось, что я помру уже в начале пути. Виды при подъеме, безусловно, были красивые, но единственное, чего хотелось в тот момент, это не смотреть на красоты, а лечь и больше не двигаться. Мы дошли, я сейчас сдохну. По итогу я дошла, хотя сама не могла в это поверить. Не уверена, что могу сказать, оно того стоило. Ведь это звучит так, будто я готова еще раз подняться ради этих видов. А я действительно не знаю, готова ли я еще раз это пережить. Гамсуталь – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунипском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря, на вершине горы Гамсутельмейер. Согласно законам Кавказских гор, двери здешних домов открыты для каждого гостя, но легендарное гостеприимство Дагестана не единственная причина, по которой вы сможете беспрепятственно попасть в любую из расположенных здесь построек. Местное население покинуло аул несколько десятилетий назад, и до недавнего времени единственным жителем села был уроженец села Абдул-Жалилов, ушедший из жизни в 2015 году. Гамсуталь пребывает в запустении, из-за чего его окрестили аул-призрак. Однако ореол загадочности и расположение в живописном месте принес аулу популярность у туристов. Не представляю, как мы будем спускаться, потому что поднимались мы 2 часа. Это была полная жесть. Я думала, что я не дойду, что я умру по пути. Дай бог, мы нормально спустимся. Спуск мы решили себе немного облегчить. Он сам по себе был менее сложным, однако мы, пройдя большую часть пути вниз, решили попробовать прокатиться на зиплайне. И это было действительно живописное зрелище. Смотрите сами. 1, 2, 3. Из-за нашего очень плотного и долгого обеда мы сильно опаздывали, поэтому приехали к Саутинскому водопаду, единственному подземному водопаду в Дагестане, чуть ли не за полчаса до его закрытия. Поэтому почти в темноте, в арендованных резиновых сапогах, пошли на ощупь в холодной воде к этому водопаду. Как бы я ни старалась поднять свои широченные джинсы, они все равно промокли.
Однако это было довольно забавное и экстремальное завершение вечера. На 7-й день мы сами себе организовали экскурсию и отправились в Дербент. Знакомое название, да? Навевает какие-то такие нотки винограда, не так ли? Что ж, вы угадали. На самом деле Дербент один из древнейших или самый древний город в стране, со множеством исторических достопримечательностей, как, например, цитадель Нарын-Кала. Но все мы, скорее всего, знаем его по одной вещи – по дербентскому шампанскому, без которого нам, конечно, не удалось уехать. Что тут скрывать, что тут перед кем стесняться. Вообще, городок оказался приятным, тихим и уютным, мне там понравилось. Жаль, что не так много времени там провели, даже не успели сходить на экскурсию на винный завод, ведь иначе мы бы не успели на обратную электричку в Махачкалу. Эх. «25 августа – последний день нашего пребывания в Дагестане. Ну, точнее, полдня, потому что мы только и успели что красиво позавтракать в ресторанчике, да поехать в аэропорт. И мы снова чуть не опоздали. А что? Мы любим опаздывать, видимо. Что я могу сказать в конце? Это была чудесная неделя, хоть и с некоторыми минусами, в виде моей чуть не случившейся смерти, но все равно хорошая. Спасибо вам за то, что были со мной на протяжении всего видео. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать на колокольчик и подписываться на канал. С вами была Ева Хардем. Всем пока-пока!